Приветствую вас на канале История, Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Дятловичей. Дятловичи – агрогородок в Лунинецком районе Брестской области Беларуси. Административный центр Дятловичского сельсовета. Первое упоминание относится к 1566 году. Герб Дятловича является официальным символом. Современный герб был учрежден указом президента Республики Беларусь 2 декабря 2008 года и зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре Республики Беларусь 23 января 2009 года. Герб представляет собой варяжский щит, в голубом поле которого изображены вверху серебряный лилеобразный цветок, внизу серебряный крест, у основания которого изображен герб-размер, два соединенных треугольника. Дятловичи впервые упоминаются в 1566 году в связи с переходом села из собственности полоцкого воеводы Станислава Довойны к шляхтичу Павлу Подоревскому. В это время здесь уже насчитывалось около 40 крестьянских дворов. На протяжении следующих 50 лет село последовательно переходило от Подоревских к Кунцевичам. И, наконец, в 1618 году путем купли-продажи вместе с лунинцем перешло в собственность Константина Богдановича Долмата. Бездетные Долматы Константин и Анна из рода Юрковских, движимые благочестивой ревностью о поддержании православия, преследуемо уже возникшей тогда унией, записали, то есть даровали, Дятеловической Преображенской церкви, деревне своего поместья Дятеловичи, Лунинец и Милясницу. В завещании было оговорено, чтобы монахи Киево-Печерского монастыря основали в Дятловичах мужской монастырь, который был бы подчинен Константинопольскому патриарху и Киевскому митрополиту. В 1622 по 1625 год на территории монастыря была построена деревянная церковь во имя Преображения Господня, а также кельи для настоятелей и монахов, пекарня, амбар для хлеба, помещение для хранения продуктов, хлеба и конюшни. Монастырь был центром культуры и образования. В обители была большая библиотека, древних рукописных и печатных книг, переплетная мастерская, небольшая иконописная мастерская, шпиталь, в котором монахи лечили как своих собратьев, так и страждущих из окрестных деревень. В 17-м начале 19 веков монастырь жил за счет сдачи в аренду различных строений: корчмы, лесопилки, кузницы, пасеки, а то и целых деревень. Активная духовная и предпринимательская деятельность монастыря постепенно стала угасать после войны 1812 года. Но еще в течение нескольких лет после ее окончания монастырь по мере своих возможностей помогал многим, в том числе и материально Слуцкой духовной семинарии. После 233-летнего существования Новопечерский, Дятеловический Преображенский мужской монастырь, который оказал ощутимое влияние на развитие окольных населенных пунктов, в 1855 году был закрыт. В честь основателя монастыря Константина Долмата на современном гербе Дятловича изображен его родовой герб, размер. Создатели современного официального геральдического символа деревни рассудили, что жизнь монахов, чем бы они ни занимались, молитвой, физическим трудом или оформлением книги, предполагает сосредоточенность, долготерпение и аскетизм, и ограничились строгой композицией из двух одинаковых по цвету элементов: серебряного цветка лобелия Дортмана и простого по своей конфигурации шляхетского герба того же металла. Всем спасибо за внимание, и если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!